Если приходит. честно, да, самые хорошие и умные идеи приходят на свежем воздухе. На лавочке, взяв баночку энергетика, потому что в парке пивас, как правило, не попьешь. Да, да. Да, и просто расслабившись, поговорить, да, тут согласен. Всем привет, ребятки! Сегодня у нас в гостях создатель сервера Rustberg, а их у вас 3. Николай, Да. здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте У всем. вас их 3 сервера. Вот начну, наверное, с первого вопроса сначала. Почему, ну, вот выбрал игру Rust? Почему там, я не знаю, какой-нибудь, не знаю, Майнкрафт, там еще что-нибудь, почему Rust? Ну, все началось все-таки-то с Legacy. Не Мгм. знаю, знаешь ты или нет, а Да, Legacy знаю, это знаю, еще конечно. вот. В общем-то, что, мы сидели со своим вот как раз-таки вторым админом, Мгм, просто в парку себе сидели и думали, что бы-то поделать. мгм, Скучно что-то вот как-то так. Вот. И в то время еще был этот Куплен-Дру. Не знаю, мгм, знаешь ты? мгм, Вот. Тот же free-to-play.org на данный момент. Вот. Ну, мы-то всегда там себе искали игрушки какие-то все-таки за бесплатно. мгм, Ну и вот нашли Rust Legacy. Ну, что-то зашли, поиграли, вроде как понравилось. Но что-то не то. Это был, когда? Это был 14-й год, по-моему. И вот что-то не то. Ну, графика не та, вот всякое такое, да. мгм, Вот. И что-то вот мой друг порылся и нашел вот как раз-таки вот этот вот новый Rust Experimental, он еще назывался тогда. мгм. Вот. Ну и, в общем-то, решили мы туда зайти, побегали, нам понравилось, там такой графончик еще на то время был, вообще все круто. Вот. И ничего, вот так вот И узнали прилетело, про Rust. понравилось, да? Да, Хорошо. да, да. Так, а почему решил создать сервер? Тем более 3. Почему? Потому что вот мы тогда, как начинали, мы играли на пиратке, то есть, да. Мгм, Вот, денег-то особо не было, как бы купить Rust, все дела. И мы играли на пиратке. Играли на э, разных серверах. Их там, кстати, было довольно-таки мало вообще. И в один день мы все сидим тоже в тот же самом парку, сидим и думаем, блин, а почему бы нам не создать свой сервер? Вот как бы мы хотели мгм, э, ну, какие плагины поставить туда-сюда. Потому что на многих серверах, где мы играли, то, знаешь, проблема в том, что бывает, что он плохо настроен. То есть там мгм. тебе вылазит плюс 100-500 окон, этих окнов, блин, на экране. Да-да-да, знаю. Куча надписей, куча разных цветов в чате. Вот, ну, вот такой вот как бы беспредел, так сказать. Вот. И мы в итоге решили создать свои сервера, точнее Мгм, сервер, или там 2, я даже уже, честно говоря, не помню, со скольки серверов мы начинали. Вот. И как-то вот так вот. мгм. Так, хорошо. Так, сразу же, наверное, спрошу, сервера PvP или PvE? ПВП, конечно. PvP-шка. Всё. А почему PvP? Чтоб у всех, задницы горели посильнее, насколько Э, я знаю. Да нет, экшен. Экшен. Все-таки ПВЕ, ну да, как бы красиво смотреть, как люди строят дома, фермы, вот это Мгм, все. Но ПВП все-таки интереснее, даже вот как админ наблюдать за этим. Когда ну да. рейды идут или еще что-то вот. Как-то так. Ну и плюс как бы PvE сервера, по крайней мере на пиратке мы заметили то, что они вообще не популярны, Мгм. поэтому мы всегда держали PvP. PvP. Хорошо для себя тоже. PvP. Отлично. Так, ну и сразу перейду, наверно, расскажи о серверах своих. Не прошу прям детально, вкратце. То есть, вообще, о них у каждого сервера есть все равно свое, так скажем, сердечко. Ну, смотри, мы начинали с пиратки, и на данный момент мы остались на пиратке. Мгм. Поэтому сразу предупреждаю, у нас Да-да-да-да-да. сервера пиратские, но сервера, ну, по личному мнению, собраны довольно-таки неплохо. То есть там нету вот прям таких лишних плагинов, как по мне. Вот у нас есть, например, Vanilla сервер, это самый первый, который. Мгм.
по идее, он как бы и не ванила, но все равно там нету плагинов, которые меняют, так сказать, геймплей. То есть те же самые, не знаю, ТПшка, вот, к примеру, Мгм. да, вот всякого такого. Таких плагинов там нет. Мы добавили только вот полезные плагины, которые мы бы сами хотели видеть на классике. Мгм. Вот. Ну, и так, опять же, чисто по нашему мнению, то есть, да. Ну и плюс, конечно же, то, что просят еще игроки. Вот. Мгм. Бывает такое, да? То есть, когда, если что-то интересное предложили, да, и уже Да, да, рассматриваете. да. Все Да, супер. То конечно. есть хорошо. Мгм. Дальше у нас идет по счету второй М. сервер. Мгм. Второй сервер, насколько я помню, мы вот поначалу мы открыли как раз-таки ванила сервер, это с самого-самого начала. Кстати, история довольно-таки, конечно, Мгм. веселая. Когда мы вот решили открыть сервера, мы их открыли. Тогда вот мне как раз-таки завезли еще эту скоростной интернет. У меня Мгм. было 50 мегабит тогда. Это в далеком 2014 году. Вот. Ну и мы решили открыть сервера на компе. Класс. Интернет позволял. Ага. Компьютер был не очень мощен, там вообще 6 гигов оперативки. И мы открыли два сервера сразу же. Это было ванила и как раз-таки вот второй сервер, который вот с тех времен, он по сути даже не менялся. Мгм. Э, Вот. Второй сервер, что у нас? У нас барн-карта, но как раз-таки в пятницу, то есть завтра мы его полностью переделываем. Абсолютно. Он у Мгм. нас станет эм, Light Classic, то есть легкая классика, так Вот, сказать. да. То есть, я вот как раз и хотел, наверно, спросить. У меня сейчас, я свой игровой ПКшка продал. Сейчас у меня, так скажем, деревяшка, печка, как еще это назвать. Вот какой из серверов, получается, у тебя будет самый оптимизированный, где я смогу прям, ну, зайти, по крайней мере, хоть почувствовать себя, хоть чуть-чуть, игроком? Ну, смотри, как бы от сервера Мгм. зависит, что FPS, то есть сервер должен иметь стабильный FPS. Ну, для сервера минимум 60 FPS нужно, минимум. Ну, как бы и минимум, и максимум, потому что 60 FPS для сервера это идеал. Мгм. Вот. Чтобы он стабильно держал 60 FPS. Вот это, так сказать, не будет фризов на сервере. Мгм. Э, ну и, конечно же, пинг у тебя должен быть хороший. Это, ну, это все-таки зависит, где ты, ну, насколько далеко ты находишься от сервера, от хостинга. Э, ну и также зависит, конечно же, от плагинов. Если сервер очень э, ну, забит мусором, именно плагинами, Мгм. тогда может быть, конечно, и лагать. Но у нас, в принципе, сервера довольно чистые, то есть у нас нет таких плагинов, которые тебе будут мешать играть в плане того, что у тебя на экране будет куча всего, да. То есть у нас Мгм. такого нет, тех же самых менюшек всяких, вот это вот все. Мы это вообще не любим, не одобряем. Это, конечно же, удобство, но все-таки как бы ты же играешь, у тебя, ну, Ну все-таки да, должна там быть игра. перед началом игры только ознакомливание проходит, пока все Да, да, прочтешь. да, вот именно. Да-да, согласен. Вот. А так-то, в принципе, игроки не жалуются насчет фризов, насчет лагов. Никто еще пока не жаловался. Конечно же, бывают иногда дедосы, Мгм. но вот я думаю, это у всех бывает. Там из-за того, что ты забанил читера или еще что-то, он забомбился и начал дедосить сервер. Но, в принципе, у нас как бы дорогой хостинг и Мгм. хорошая антидедос защита. Поэтому там ну, Редко это. довольно-таки мощная должна быть DDoS. Вот. Мгм. Так, супер. Для себя тоже поправил. Так, хорошо. А насколько часто вайпы? А на классике у нас раз в 2 недели. Мгм. На будущем Light Classic у нас будет раз в неделю. И на третьем тоже раз в неделю. Мгм. Так. Это у нас получается раз в неделю карта и раз в 2 недели глобалка. Мгм. Так, С супер. чертежами. Так, записал. Супер. Так, скажи, пожалуйста, Коль, а чем, должен зацепить сервер игрока? Ну, такой вопрос, да, М, но да, есть такой вопрос у меня. Да нет, вопрос-то правильный, ну, как бы непростой, честно говоря, скажу. Я, честно,
даже сложно ответить, потому что у нас сервера очень простенькие, да. То есть, как Ну, бы, игрок зайдет, подумает, это банальный сервер, в принципе. И, возможно, с одной стороны это так, мгм, но с другой мы как бы зашли не для того, чтобы сделать уникальные сервера, а для того, чтобы просто игрокам, у которых нет возможности, допустим, закупить тот же Rust, или у него сам комп не очень, знаешь, и он хочет чисто попробовать, как у него будет идти Rust на компе. Вот. И для этого мы как бы создали сервера на пиратке просто ради того, чтобы у игроков было где играть. мгм, И более-менее хорошие сервера. Вот. мгм. Так, хорошо, понял. А где, черпаешь идеи для оптимизации сервера, ну и для добавления чего-то нового вдруг? Ну, вообще, м, может показаться это смешно, но мы с тем же админом, ну, Мгм. это второй создатель, в тот же самом парке, где все родилось, мы там сидим и обдумываем частенько новые идеи, что можно поправить, что можно добавить, что можно убрать. Также читаем обязательно либо комментарии в ВК, либо же в Дискорде, в нашей группе Дискорда, Мгм. что пишут игроки, что они хотят добавить, что убрать. И вот Ну как-то да. вот так вот Если все если приходит. честно, да, самые хорошие и умные идеи приходят на свежем воздухе. На лавочке, взяв баночку энергетика, потому что в парке пивас, как правило, не попьешь. Да, да. Да, и просто расслабившись, поговорить, да, тут согласен. Все свежие интересные идеи приходят так. Именно все так. Вот в том парке вот прям все, что у нас сейчас есть, все оттуда. Мгм. Хорошо. Так, есть, ли сервера, которыми ты вдохновляешься при создании своего сервера? Нет. Нет. Все супер. Отлично. Для себя тоже. Так, для тебя сервер — это как работа или хобби? Это скорее всего как хобби, да. Как хобби. Я вот мы много раз говорили, даже вот когда нас просто игроки спрашивали, мы от серверов никакого заработка как бы не требуем ничего вообще. Мы держим чисто ради хобби, потому что это для нас как уже привычка, знаешь, как-никак с 2014 года у нас открыты сервера, там 14 или 15, то есть уже довольно-таки много. И это уже как бы, ну, частинка наша, знаешь, вот как бы не Мгм. хочется уже даже закрывать. Для нас самое главное это чтобы как бы окупался хостинг и все. А он, по сути, окупается, правильно? Ну, иногда окупается, иногда нет, разные бывают ситуации, но Ну, мы попробуем исправить это, чтобы, по Мгм. крайней мере, хотя бы окупалось это все. То есть я все равно это понимаю, это все дороговато, и охота, и содержание, плюс свой бюджет. Это все тоже очень тяжковато. Почему мы здесь, на интервью, в принципе, и собрались, да? Так, Ну да. хорошо. Так, насколько тяжело заниматься созданием сервера? Именно созданием или удержанием? И даже, наверно, так, и созданием, и удержанием. То есть, когда давай начнем с того, что тогда вот, когда вы только начинали создавать, это тяжело было? Э, Честно говоря, на тот момент видосов про сервера в Расте, ну, было крайне мало. В Мгм, основном это было все на Legacy. На мгм, Legacy там были видосы. А на эксперименталку там почти ничего не было. Помню, еще тогда был Oxide, это тот же самый UMod на данный момент. мгм, Это сайт, где бесплатные плагины есть. мгм, Вот. Ну, в принципе, вот думаю, ну, как для кого? Мы где-то за недельку разобрались в этом всем, да. То мгм, есть там как бы немножко программирования нужно, ну, по минималочке, знаешь, чисто параметры изменить туда-сюда или что-то добавить, что-то убрать. Вот. А так-то, в принципе, не так уж и сложно было собрать. Плагинов много было на то время, поэтому, не мгм, знаю, ну, изначально, конечно же, мы брали бесплатные плагины, а потом, как у нас появились, это спустя, не знаю, месяц, спонсоры, туда-сюда, уже и донаты появились, э, мы уже начали брать приватные плагины, то есть мгм. платные. Вот. Супер. Так, а в плане содержания? А содержание у нас, ну,
на данный момент это фиксы багов, это обновление, каждый раз обновлять плагин, то есть там раз в месяц на данный момент выходит обнова, то есть нужно обновить там серию плагинов. Также вайпы. Вайпы это довольно простая вещь, в принципе, мы там удаляешь пару файликов и все, по сути, меняешь карту и как бы вот тебе и вайп. Угу. Так, хорошо. Поэтому Так, а был ли такой период, когда, ну, вам было тяжело, когда хотелось тупо забить на игру, на сервак и вообще просто уйти в себя? ну смотри, так как мы находимся на пиратке, Угу. самое-самое, да и в принципе это не только на пиратке, это в ПК-гейминге, я бы сказал, потому что ну, никаких защит, даже эти античиты, они такое, их быстро обходят. Это являются как раз-таки читеры. Угу. Вот везде, в каждой игре есть читеры. Ой, не Также говори. и в Расте. Также и в Расте на пиратке их... Некоторые говорят, то, что их больше, но на самом деле читеры одни и те сами, просто они обходят. То есть на пиратке есть возможность обойти бан. Это, это просто меняешь профиль, меняешь айпишник, и все, и ты обошел бан. Ну, на лицензии немножко намного сложнее, я бы сказал, но все равно как бы и там они есть. Угу. И как раз таки из-за этих читеров мы один раз или два раза закрывались, потому что нам просто даже не они надоели нам, а они надоели нашим игрокам. То есть мы не хотели мучить игроков из-за этих читеров. Вот. Ну Ты, да. конечно же, скажешь, почему вы не набрали админов, почему вы не создали античит, почему это, почему то. А набирать админов мы набирали, как админов, так и модераторов. Проблема является в том, что просто сложно доверить как бы сервер Конечно, конечно. человеку, которого ты очень мало знаешь. Вот. Конечно же, ты можешь с ним пройти беседование, это все, но все равно. Это не то, конечно. Да. Ты его не видишь, Вот. ты его не знаешь вообще, непонятно, Вот какие у него именно, тараканы да. в голове. Может, он Да. сейчас возьмет, как поудаляет все, как нахерачит там по самой небылой. Конечно, Да, да, тут да. согласен. И как бы мы набирали все равно вот прям через силу, через себя проходили, набирали их. И это просто, эпик фейл, понимаешь? Они через недельку, кто через 3 дня, им просто все надоело, они начали творить дичь, то банить игроков без всякой причины, или, к примеру, играющий модератор, да? Вот проблема Мгм. играющего модератора является тем, что он, к примеру, бежит, лутается, Мгм. он бежит домой с фулл лутом, его какой-то челик, просто какой-то даже нубас его убивает со спины, он Мгм. берет, кикает его или банит, идет и забирает свой лут. Ну, это Вот конечно. это Это в первую очень очередь репутация для часто. вас, что у вас Конечно, такое, конечно, да. такие... Игроков жалко, понимаешь? Вот игроков Конечно. жалко из-за таких людей. Вот. А те, кто читерят, сразу скажу, горите в аду. Это я Да, терпеть их да, не да. могу. Я что в КС-ку захожу, что... Ну, я... А везде. В раз я, если честно, вот скажу, в ПВП я ни разу не играл. Ну, я заходил пару раз, было, когда меня просто со стрелы убивали. Для меня это было сложно. Я записывал даже ролик, короче говоря, поиграл в Rust. После в этом же ролике сказано, что я удалил Rust, но потом я перешел на музыкальный контент Rust. То есть я начал музыку свою живую, то есть гитару купил и начал вот это играть и продвигать это. И как-то сейчас это... И вот планирую сейчас со временем апгрейд ПК и уже заняться тоже полностью, перейти на Rust. И вот поэтому я вот с вами со всеми и общаюсь. Так, ну вообще да, вот в этом плане, конечно, я понимаю вас полностью. И этот период весь сложный, и репутация для сервера, конечно, стрёмно просто. Да, потому что вот игроки всегда нам говорят, почему вы еще не создали античит? Мгм. Было время, то, что мы купили античит, мы потратили на него немаленькое количество денег, потому что все-таки у нас было на тот момент 5 серверов, но мы купили только на 3. Мгм. И мы поставили этот античит, и в итоге онлайн жестко просел, никто не хотел качать античит. Кто качал, у него могли быть проблемы с запуском.
и в итоге вот как-то так. Ну, Поэтому, блин, тут уж, знаешь, не знаешь, куда идти. Или туда, но все равно. мгм. Там читеры, а там никто не играет, вот как бы. Ну да, согласен. И Не каждый хочет в минусе оказаться. В да, огромном. читеры, античит свой создать, ну, это нелегко, это вообще нелегко, поэтому у нас нету, как бы, я не умею программировать, я только так, часть веб-дизайнера. Второй админ, он также более-менее веб-дизайнером занимается. Найти программиста, ну, честно говоря, мы сколько спрашивали, создать античит, плюс связать его с сервером, потому что здесь не очень мало так работы, это выйдет около 50-100 тысяч рублей. Ну да. Поэтому это у нас, ну, это нам просто не по карману. Ну да. И Ну, причем, понимаешь, если бы мы знали то, что если мы его купим, у нас будет 100 онлайн, тогда окей. А когда мы купим и на серверах будет 10-5 онлайн, ну, смысл тогда? да, ушли тупо в огромный минус и все. Да, да. Согласен полностью. Так, ну и последний, Коль, вопрос, который я задаю всем и всегда. А что вас мотивирует создавать и оптимизировать сервер? Мотивирует. Ну, знаешь, пока есть игроки, есть и мотивация, по сути. Я тоже так считаю, что на YouTube-канале пока смотрит тебя хотя бы один человек, это значит, Да, есть в тебе какой-никакой потенциал. Так же, как именно. и в сервере. Хорошо. Ну вот у меня по вопросам все. Так, ну скажу немножко от себя, конечно же. Спасибо, что в первую очередь уделил время. Это раз. Во-вторых, обязательно поддержим. Ссылочки все в описании оставим. Сами присоединимся, сами потестим, сами поиграем, запишем ролики, конечно же, тоже так же. Я думаю, многие присоединятся и поддержат. В любом случае, мы понимаем, как это все равно сложно, нелегко. Особенно, когда читаки есть, это вообще категорично. Будем помогать также, писать, отчитываться где-то, что-то, как-то, фотоотчетность, ну, все это поддерживать. Да. Ну, смотри, насчет читаков у нас, в принципе, они немного меньше, чем могут быть на других пиратских серверах. Мгм. Спасибо тому, что у нас есть хороший, очень-очень хороший человек, который нам с этим помог. Он в плагин э, влил античит, так сказать. То есть там, ну, более-менее 60%, 70% функционала чита, он в детекте. Мгм. М, Большая проблема это ВХ и аимбот. Вот, это самые две большие проблемы. Мгм. Их плагином, ну, по сути, вообще никак не задетектить. То И есть все. только отдельно создавать. Всё. Только отдельный софт, да. Все понял. Так, ну, каких можно, Коль, в соцсетях я обязательно все публикую, даже включая ТикТок, можешь не беспокоиться, пропиарю как смогу. Поддерживать будем, также общаться, не будем теряться. Ну, подытожим. Сегодня у нас в гостях был создатель сервера Растберг Николай. Спасибо большое за уделенное время. Тебе спасибо. Да, поддержим, как и говорил. Всем пока, ребят.